Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать крутой LED куб. Поехали! В проекте используется очень много светодиодов, более 300 штук. Чтобы самому не мучиться с пайкой, не запаивать каждый светодиод, можно это поручить компании GLC PCB, которая является спонсором данного видео. GLC PCB могут не только изготовить печатные платы, но и установить все необходимые компоненты, что значительно облегчит и ускорит изготовление каких-то проектов. Поэтому я рекомендую вам воспользоваться их функцией размещения компонентов. Качество печатных плат получилось, как всегда, на высочайшем уровне. Дополнительно я заказал печатные платы без установленных светодиодов и попробовал запаять их сам. Вы сами можете увидеть, какой получился результат. Качество моей пайки намного хуже, чем качество пайки GLC PCB. Схема устройства представляет из себя расширитель портов с набором светодиодов. По сути, это просто светодиодная матрица, которая управляется через расширитель портов. А также есть один микроконтроллер, который управляет всеми этими расширителями портов. Изначально я рассчитывал установить модуль компаса QMC5883, но он у меня почему-то не заработал, поэтому его я убрал. Вместо модуля компаса я использовал датчики наклона SW200D. Это вот такие небольшие датчики. И стабилизатор напряжения, он точно так же не понадобится. Можно питать все напрямую от аккумулятора. Ну что ж, давайте все соберем. В результате у меня получились вот такие чудесные платы. Так как основная работа по установке компонентов уже сделана, то запаять всего лишь одну микросхему совсем не сложно. Единственное, я забыл установить резистор, который бы подтягивал пин Reset к питанию, и пришлось его запаивать в таком варианте. Несколько нюансов по установке датчика наклона SW200. Эти датчики нужно устанавливать так, чтобы в любом положении куба, как его не повернуть в любую сторону, ни один из датчиков не оказался строго в горизонтальном положении. Потому что строго в горизонтальном положении у датчика есть вероятность оказаться в каком-то случайном положении, то есть либо замкнутом, либо разомкнутом. Поэтому датчики нужно устанавливать под разными углами и наклонять их по-разному, чтобы в любом положении куба на любой стороне контакты были либо замкнуты, либо разомкнуты. На каждой из плат также есть перемычки. Замыкая те или иные контакты, можно задать определенный адрес для расширителя портов. Это нужно для того, чтобы можно было каждому отдельному расширителю портов задать свой собственный адрес, чтобы они не конфликтовали друг с другом на линии. Таким образом, для каждой отдельной панели можно задать свое изображение. Для того, чтобы можно было иметь отладку и также программировать микроконтроллер, я вывел наружу UART интерфейс, через который идет и прошивка, но соответственно и отладка. Давайте сейчас заглянем в скетч и посмотрим, что там и как. К скетчу прилагаются еще дополнительно два файла. Это файл анимации и книга в Excel, которая помогает создавать анимации. Давайте сначала рассмотрим код. Итак, вначале здесь подключаются необходимые библиотеки. Файл с анимациями, вот он здесь подключен, мы его рассмотрим немножко дальше. Библиотека для работы с I2C, библиотека для работы с расширителем портов и также библиотека для работы с EEPROM, для того, чтобы сохранять состояние куба. Далее инициализируем объект расширителя портов. У меня их используется 6 штук для 6 граней куба. Дальше указываем адрес для EEPROM, также пины, к которым подключены датчики наклона, а также некоторые переменные, которые необходимы для работы программы. Если у вас будут какие-то вопросы по коду, то задавайте их в нашей группе в Telegram. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Вначале получаем значение из EEPROM. Это режим работы данного куба. В зависимости от режима работы будет показываться та или иная анимация. И сразу же делаем запись в EEPROM нового режима работы. Инициализируем serial, инициализируем пины, к которым подключены датчики наклона, инициализируем расширители портов MCP,
Устанавливаем частоту I2C. Я установил частоту 1 МГц. Так увеличивается частота прорисовки и уменьшается мерцание. И настраиваем все выводы расширителей портов на выход. В основном цикле программы, в зависимости от режима, мы прорисовываем ту либо иную анимацию. В данном случае здесь всего лишь 9 анимаций, но можно их добавить какое угодно количество. Главное, чтобы хватило памяти у микроконтроллера. Итак, рассмотрим сами анимации, точнее говоря, сами функции вызова анимаций. Функция draw, здесь передается 4 значения. Первое — это ссылка на битмап, второе — скорость, третье — количество кадров в анимации, а также стартовый байт анимации. В этой функции прорисовка происходит сразу на все стороны. То есть для каждого расширителя портов указываются полностью одинаковые значения данных. То есть показываются абсолютно одинаковые анимации на каждой из сторон куба. Функция draw2 очень похожа на предыдущую функцию, с той лишь разницей, что на верхней грани отображается иная анимация. То есть на всех гранях куба будет показываться одна анимация, а на верхней грани куба будет показываться иная анимация. Сюда также передается скорость, количество кадров, а также номер грани, который находится сейчас сверху. Вот можно увидеть пример данной функции. Когда грани показывают стрелочки, а сверху показывается другая анимация. Можно перевернуть и увидеть, что здесь одна анимация показывается, а здесь показывается совершенно иная анимация. Функция Draw в 3D очень похожа на предыдущую анимацию, с той лишь разницей, что здесь указана одна единственная анимация. То есть анимация, в которой прорисовано то, что будет показываться сверху, и то, что показывается по бокам. Эти две анимации похожи друг с другом, с той лишь разницей, что для функции Draw 2 можно указать абсолютно разные анимации для верха и для сторон, в то время как в функции Draw 3D показывается одна единственная анимация, для которой указаны верхняя часть и боковые стороны. Вот анимация волны. 14 кадров, верхняя сторона плюс 4 боковых стороны. Вот это первая часть, это отображение анимации для верхней стороны. Остальные части, раз, два, три и четвертая часть, это варианты для 4 сторон. Для того, чтобы создать свою анимацию, можно воспользоваться Excel файлом. Здесь есть специальная заготовка, которая поможет создавать любые анимации. Например, вы можете вот здесь какие-то части менять, что-то рисовать. И здесь сразу же меняется значение, которое можно скопировать и куда-то вставить, создать какую-то свою анимацию. Покадрово вы копируете. Вот эта одна строчка, 8 байт, это один кадр. Для того, чтобы создать хорошую анимацию, нужно как минимум 14-15 кадров, но лучше еще больше кадров. Чем больше кадров, тем лучше анимация будет. В этой части вы можете сделать анимацию для сторон. В качестве примера можно увидеть, что вот эта сторона сейчас находится сверху, и анимация идет сверху вниз. Но если мы повернем, то эта сторона окажется уже с правой стороны, а верх станет с другой стороны. Но анимация все равно идет правильно. Так, сильно переклонил. Анимация все равно идет правильно сверху вниз, потому что происходит переворот изображения. Точнее говоря, не совсем изображение переворачивается, а просто отображается немножко иная картинка. И для того, чтобы создать такие картинки, и необходима вот эта вот часть. Допустим, мы здесь создаем какую-то анимацию. Вот первый кадр создали. И мы сразу получили 4 варианта поворота для стороны. То есть первый вариант, второй вариант поворота, третий вариант поворота для стороны и четвертый вариант поворота для стороны. Все эти 4 варианта нужно записать. То есть, как мы увидели в анимации волны, идет верхняя анимация, а также 4 разных варианта поворота для правильного отображения на стороне. Если у вас остались вопросы по тому, как работает код или как создавать анимации, то обращайтесь в группу в Телеграме, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Для того, чтобы собрать всю конструкцию вместе, есть несколько вариантов. Самый простой — это использовать вот такие угловые контакты. Их можно сюда напаивать и таким образом соединять друг с другом, а излишки можно просто откусить кусачками. Другой вариант — это соединять при помощи пластиковых уголков. Эти уголки легко надеваются на сами платы, и таким образом можно собрать всю конструкцию вместе. Я так и буду делать.
В результате получился реально крутой LED-куб, в который можно поместить огромное число различной анимации.